Всем привет, дорогие друзья! Несмотря на недавнюю сделку по продаже акций компании Chery, своей дочке Ковен, первая продолжает принимать весьма деятельное участие в развитии новых моделей, их общей концепции. Итогом совместной работы двух автомарок стало недавнее появление Ковен Xuando, стильного и яркого седана, в котором эти качества сочетаются с практичностью за счет довольно больших габаритов и неплохих подкапотных характеристик. Ну а привлекательный внешний вид по замыслу дизайнеров пополнит покупательскую аудиторию молодыми водителями, которым наверняка придется по душе доступная цена новинки. Ну а теперь обо всем поподробнее. При первом же взгляде на модель становится очевидным, что она выполнена в стиле китайского и западноевропейского минимализма. По сути, это рестайлинг Chery Ariza 7, некогда продаваемого в России и притягивающего взгляд простотой, строгостью и плавностью линий. При этом дизайнерам удалось наделить облик машины современными чертами, благодаря которым она будет выгодно выделяться среди соседей по потоку. Передняя часть нового кузова получилась обтекаемой. Довольно крупное, сильно наклоненное ветровое стекло переходит в сравнительно небольшую крышу капота, передняя часть которой приподнята за счет продольных ребер. Прямо под ней красуется небольшая ромбовидная решетка радиатора, визуально составляющая единое целое, с узкой головной светотехникой, внутри которой находятся качественные светодиодные лампы. Обвес имеет несколько необычную L-образную форму за счет интересной конфигурации воздухозаборников, а ее центральная прорезь в форме трапеции продолжает рисунок, встречающийся на основной части радиаторной решетки. Снизу все это одобрено солидным слоем черного защитного пластика. Сзади Xuando смотрится более спортивно. Покатое стекло переходит здесь в ультракороткую крышу багажника с аэродинамической полосой на конце. Чуть ниже расположились тонкие горизонтально ориентированные габаритные огни, между которыми нашлось место для эмблемы бренда, а затем и незатейливый рельеф основной части багажника. По размерам новый Xuando – это одноклассник автомобилей Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Длина 4666 мм, ширина 1825 мм, а высота 1483 мм. Колесная база остановилась на отметке в 2700 мм, а вот об объеме багажника пока известно немного, но по инсайдерской информации он получился довольно большим, в районе 450 литров. О размере клиренса, а также диаметре колес не заявлялось, но можно предположить, что дорожный просвет в силу класса автомобиля будет небольшим. Колесные диски не превысят в диаметре 16 и 17 дюймов в топовых версиях. Внутреннее убранство нового Xuando вполне соответствует его стоимости и хотя не содержит изысков, оформляется качественным пластиком, тканями, эко-кожей и алюминиевыми вставками. Неплохой обещает быть и мультимедийная составляющая автомобиля, а кресла вполне позволяют с комфортом преодолевать небольшие и средние расстояния. Органов управления на торпеде не так уж и много. Сразу за рулем с подрезом внизу и большим количеством переключателей на боковых спицах расположен приборный щиток с аналоговым тахометром и спидометром, а также бортовым компьютером между ними. Чуть правее красуется яркий планшет развлекательной системы, а сразу под ним простенькие дефлекторы вентиляции. Ниже уже на переходе в тоннель можно обнаружить блок кнопок для работы с кондиционером. А вот сам тоннель всевозможными деталями изобилует. Начинается все с технической панели и селектора КПП, перед которыми расположилась ниша для подзарядки смартфона или хранения мелочевки. Далее идет несколько клавиш и шайб для настройки ездовых режимов, подстаканники, а также подлокотник с охлаждаемым бардачком. Сердцем Xuando станет бензиновый 1,5-литровый турбомотор с отдачей 156 лошадиных сил. Коробка передач будет представлена пятиступенчатой механикой, либо вариатором с тем же количеством передач. А вот привод у автомобиля безальтернативно передний, вне зависимости от комплектации. Подвеска будет независимой, а тормоза дисковыми. Но точной информации по этому поводу пока нет. То же касается и скоростных характеристик. Производитель заявляет, что машина увидит свет на китайском рынке в 3 комплектациях, а со временем их количество будет увеличиваться. Цены еще будут уточняться, но уже сейчас понятно, что они будут невысокими. Стартовать ценник будет с $7000. На этом все. Был рад для вас подготовить этот обзор. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!